Всем привет! Люди делятся на две категории. Одни ночью спят тихо, другие ночью храпят. Храп такая неприятная вещь, но и медицина предлагает всякие решения. Ну, все они как бы не очень эффективные, кроме хирургического. Но кому же хочется хирургию? Поэтому можно помочь самим себе. Себе и ближним, которые, как бы создают такую музыку во время сна ночного. И здесь, если эту проблему разбирать, проблему храпа, она чисто по своей природе психосоматическая. Здесь задействованы 3 чакры. 3 причины, как бы вызывающие, и на каждую причину там некоторые сейчас разберем по чакрам. Первая причина, которая человека заставляет ночью храпеть, это банальная такая, страх за выживание. Вот если взять на картинке с чакрами, первая чакра, Муладхара, та, которая отвечает за биовыживание. Если у человека есть страх жизни, если он живет в позиции «мир опасен», то по этой чакре как бы есть напряжение, и реализуется оно через то, что человек хочет все держать на контроле. Он хочет как бы этим миром, управлять. Тут задействована будет уже 3-я чакра Манипура, то есть желание все контролировать, все держать под контролем. Но как бы она здесь не главное. Главное это именно вот это по первой чакре, этот страх. Человек пытается все контролировать, днем он контролирует это все молча, а ночью, когда он засыпает, контроль выключается этот, и тут как бы подсознательно идет контроль такой, что человек этим громогласным храпом, как бы всех пытается контролировать. Всем не спать. Стоять, сидеть, лежать, в общем, команда такую как бы дает, пытается проконтролировать. Это такая есть одна из причин. Другая причина – это страх потери. Например, часто бывает, кстати, храп – характерное явление, это для мужчин больше, а тут бывает такой храп даже у женщин. Например, у женщины родился маленький ребенок, или неважно, ребенку может быть хоть и 100 лет уже, но тут получается отпад. И тут получается такая история, что для мамы ребенок гиперценность, она боится его потерять, она за него переживает, и у нее получается, что есть напряжение в течение всего дня, мышцы горла, которые в норме должны у здорового человека, они сжимаются, разжимаются, когда мы дышим или разговариваем. А ночью, когда мы спим, наш автопилот, в общем, все это контролирует и днем, и ночью. Но если у человека днем есть дополнительное напряжение, какое-то переживание, то эти мышцы как бы напряжены вот так. Ночью, когда хозяин уснул, мышцы расслабились, и все, можно как бы, они как расползаются все равно, что и создают такую преграду, которая воздух, когда проходит во время дыхания, вот это получается такая вибрация, вот это тремоло, такой храп. То есть вот это напряжение мышц, как бы вообще напряжение мышц в горле, это самая главная причина этого храпа, но это анатомически, если взять, точнее физиологически мышцы напряжены. Вот как если взять в рукой, например, если мы будем делать какие-то движения вот так легонько, как бы мы перестали делать, ничего, никаких ощущений в руке. Но если взять вот как-то так напрячь эти мышцы, держать, даже если не очень сильно, не со всей силой напрячь, в полсилой, но продержать какое-то время, а потом отпустить, можно почувствовать, что тут поменялось состояние. Ощущение, когда мы просто вот это делали в мышцах, оно никакое. А после вот этого полунапряженного состояния, они настолько расслабляются, как бы больше, что ли, вот это расслабление. Также и с мышцами горла происходит. То есть вот это напряжение, которое в течение дня копится, оно как бы человек не замечает, он к нему привыкает, уже оно фоновое становится. И это основная, как бы во всех случаях, которые были бы там 3 причины самого храпа, как бы психологические, но физиологически это напряжение этих мышц. Откуда оно берется? Это, как я сказала, с этой мамой, с ребенком, или это может быть, например, мужчина и девушка его, которая для него гиперценность, очень ценная, он боится ее потерять, чтобы с ней ничего не случилось, переживает за нее. Но если при этом не используется вот эта 5-я чакра, вот она, Вишудха чакра, то есть горло, это относится к этой 5-й чакре. И если энергия здесь как-то не реализовывается наружу, то есть в виде слов, проговаривания, например, мужчина какой-то такой сдержанный в проявлении чувств и не говорит своей девушке, как он ее сильно любит, как она для него ценна и дорога, но в то же время он переживает, она для него ценность, и он боится, чтобы с ней ничего не случилось. Он, как бы, можно сказать, контроль имеет место, там, он может переживать, где ты находишься, там, как-то созваниваться там, с ней, давать ей там советы, если что, как лучше куда добраться, если она где-то, например, не дома находится. И получается, вот эта нереализованная отсюда энергия, вот эта, она идет в зажим этих мышц. Такой, как бы он небольшой, но как я на руке показала, мышцы немножко вот так напряжены. Но если они напряжены в течение целого дня, то ночью, когда они расслабляются, хозяин уснул, все, они расслабляются так, что просто эти ткани становятся мягкие, такие, как вот какая-то
ну, просто это уже преграда для воздуха. Ну, я уже про это сказала. И вот как можно с этой причиной разобраться, как тут можно помочь. Если первое это знание того, что если, например, ну, чаще бывает вот мужчина, пятая чакра, как бы она, это астрологическое соответствие, это Меркурий. Меркурий это детско-родительские отношения, то есть как бы детский возраст Меркурий там и прочее, ну, в общем, это для астрологов такое. И в теме вот именно таких детско-родительских как бы вот этих моментов, они получаются, когда, ну, например, парень заботится о девушке, или муж и жена, ну, чаще бывает, муж вроде в роли такого папы, который заботящийся, переживающий. И вот если у него есть страх потерять вот этот страх, то он из-за того, что, ну, то есть эта энергия напряжения создает, но если бы он делал разрядку напряжения, он проговаривал бы это девушке, насколько она ценная там и прочее. То есть как бы это напряжение разряжалось вот в этот разговор сам, в эти проговаривания. Энергия как бы реализовывалась куда-то дальше, напряжения не было бы. Но если мужчина сдержанный в чувствах, то тогда, конечно, этого проговора нет, ничего этого нет, и есть вот это напряжение. Также вот мама с ребенком, ну, это, опять же, как я сказала, тема Меркурий, Вишудха чакра, это пятая, это тоже вот, ну, детско-родительские отношения, ну, тут уже как бы такой чисто физиологический страх. Мама переживает за жизнь ребенка, он маленький, там еще ничего не может сам, не это, и как бы, ну, чтобы он выжил, чтобы все было нормально. Опять же, здесь может включаться тоже опосредованно, но этот страх за жизнь, но тут немножко он другого рода. Ну и вот есть еще такой вид, как бы можно сказать, третья такая причина, но как бы они все вокруг одного этого напряжения мышц в горле держатся. Третья причина это бывает такая, что человек, ну как бы она даже, можно сказать, ведущая. Человек не проявляет себя, а по вот этой вот пятой чакре мы как раз это то, чем мы себя в этот мир как бы демонстрируем, презентуем, показываем, какой я есть. И вот если человек по этой чакре не проявляет себя в этот окружающий мир, например, он хочет соответствовать каким-то там рамкам, правилам, а его природа, например, немножко другая, но он не разрешает себе проявиться. Если он не разрешает себя проявить в творчестве, опять же, по этим чакрам, творчество, как бы мы смотрим по Сватхистхане, вот по второй чакре, это как бы детское непосредственное вот это начало, такая способность, ну, безусловно, вот творить, просто что приходит на ум, то я как бы и рисую там, или такую музыку играю, там, или еще вот творчество. Но они вот вторая и пятая чакра, они как бы очень закольцованы, как бы энергетически, то есть этим я детское такое вот восприятие мира непосредственное как бы воспринимаю, а здесь через это я уже проявляю, будучи, ну, даже взрослый человек, неважно, все равно как бы есть вот на этой энергии, она будет проявляться. То есть если человек, ну, творческий человек, но по каким-то причинам он не разрешает себе, либо он говорит, еще не время, вот сейчас надо заработать денег, или там, ну, какие-то вопросы тоже решить, а потом я уже наконец-то смогу себя проявлять, там, музыку писать или еще что-то, ну, как бы это в таком уже показательном примере. Может быть, это творчество вообще совершенно другого рода, то есть проявление. Человек просто не разрешает себе, вот если я буду вести себя такой, какой я есть, вот, ну, может, немножко романтичный, может, еще какой-то, я не буду соответствовать каким-то там, возможно, рамкам и представлениям этого общества, или я буду таким образом мешать себя. Может, я какой-нибудь там слишком, ну, такой заметный буду. Вдруг я буду мешать другим людям как бы жить. Ну и получается тут немножко другая вещь. Если я буду мешать другим людям жить, то как бы, чтобы не мешать, я не буду их стеснять, я буду совсем-совсем вот это горло зажимать, чтобы даже не дышать как бы. Ну то есть и в течение дня вот этот зажим он и есть. А ночью, когда, ну, хозяин не контролирует, как я уже сказала, все расслабляется. Ну и в данном случае, вообще, если взять все три причины, самое главное, первое, это заметить у себя, обнаружить, какая из причин, а может быть и все три, вот именно здесь они имеют место у человека. Ну и, соответственно, этому принимать какие-то меры, но, опять же, не бороться ни с чем. Просто заметить это и каждый раз, когда это появляется, давать себе разрешение. Я разрешаю себе быть самим собой. Вот если я такой-то, которому хочется иногда как-то так, может быть, высокопарно высказаться, ну, я разрешу себе высказаться. Или там, если я хочу сказать любимой девушке, что вот насколько она для меня ценна, и я боюсь ее потерять, и дорожу ею, это надо взять и сказать. Вот эта Вишудха чакра, она для того человеку и дана, как бы наша, ну, вся эта зона Вишудхи чакры, это нижняя челюсть, чтобы открывать ее и говорить. Вот животные, они там общаются запахами, там какими-то еще, там понюхали, как-то движения какие-то там, может, там у них ритуалы свои. А у человека именно вот эта сфера говорильная, вот ею нужно пользоваться. То есть она решает все эти вопросы. Ну и как бы снимает это все напряжение. Я надеюсь, что маленькая такая подсказка насчет храпа может быть полезной. Желаю всем здоровья, желаю всем хорошего настроения, счастья. Ну, если там нравится тема, не нравится, там пишите что-то в комментариях, задавайте вопросы.
Ну, в общем, всем до встречи и пока-пока, удачи!